Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые выпуски. Прямо сейчас со мной на связи исполнитель, изгнанный из Украины, Юрий Лисовский. Юрий, приветствую тебя. Приветствую, Саш. Сегодня очень интересно развиваются события, и, понятно, там поговорим о политике, о каких-то перспективах. 50 дней Трампа тоже, конечно, обсудим. Однако, кажется, что внутри украинцы переживают некую метаморфозу. Это как бы постоянно выливается в дозах пропаганды, всех гонят на войну. Разлом по линии там ухылянт, не ухылянт, собственно, он продолжается. Бусификация идет как не в себя, случаев все больше и больше. Но тут очень интересна такая другая история, немножко вот такая параллельная, как нащупывание нового тренда. Ты недавно попал в передрягу, значит, находясь в одной из стран Европейского Союза, ты оказался под давлением и там шантажом человека, который то ли отслужил в ВСУ, то ли служит в ВСУ, но приехал как бы в отпуск, и который там то как бы требует деньги, то просит деньги, то говорит, что ему заплатит Зеленский за то, чтобы он тебя привез в Украину. Что это за новая схема и ну вот что это все означает? Действительно ли это такой новый метод как бы догонять неугодных, ну даже уже за границей? Что скажешь? Так как бы стал одним из родоначальником тренда песен про ТЦК, я бы не хотел, чтобы я стал родоначальником тренда о том, что военные украинские отлавливают неугодных власти за границей. Но тем не менее, со мной случилась такая история 5 июля, когда мне начал человек по имени Артур, э, представившийся как он СЗЧ, как будто я его обманул на деньги, начал требовать 2000, не указал чего, но, скорее всего, долларов. Потом я с ним поговорил по телефону, все эти разговоры записаны и изложены у меня в телеграм-канале. Вот он начал угрожать, потом ему дал номер мой бывший друг, ну это детали уже, то есть он начал меня еще шантажировать, я знаю, где ты находишься, вот, ну он примерно со мной недалеко находится, действительно. То есть откуда у него эта информация? Скорее всего, от друга, но чем руководствуется друг, я не знаю. И тут вот он пытается вымогать, потом говорит, что мне ничего не надо, мне нужна от тебя помощь, у меня кто-то забрал документы, вот, помоги мне их там вернуть. Я говорю, я в темные дела не лезу, мне это не нужно, тебе там вот Саша Дрозд, это мой друг бывший, пригласил сюда, сказал, что приезжай, вот у него и как бы забирай, то есть точнее у него и проси о помощи. Вот. Потом он вроде бы сказал, что не имеет никаких претензий в разговоре на четверых, но после он начал говорить, что я написал на тебя заявление о том, что ты у меня забрал документы, то есть уже не 2000, а уже документы. И если хочешь, чтобы я забрал это заявление, заплати мне 500 евро. Потом он начал говорить, что вообще это все повод лишь. Тоже видео, подтверждение есть в видео, в Телеграме у меня. Я сюда приехал для того, чтобы Лисовского забрать в Украину, для того, чтобы получить бонус, соточку зелени, как он сказал, от Зеленского. Это цитата вот этого военнослужащего. Он говорит, что он действующий уже военнослужащий, что у него служба не остановлена. Куча угроз, перерезать мне, я не знаю, можно ли говорить здесь такое вот на Ютубе. Это все зафиксировано. И как бы мой друг вот этого, бывший друг, давайте так говорить, бывший друг, который является другом вот этого военного, сказал, что они тоже написали на меня заявление, и что мне теперь нельзя выезжать из этой страны, и что мне нельзя идти в полицию, потому что если я туда приду, меня сразу арестуют. Я посоветовался со своим юристом, он сказал, что срочно нужно идти писать заявление. Я пошел, изложил все с флешками, с доказательствами. Вот. Но так получилось, что в этот момент там оказался потом уже, я второй раз уже приходил, потому что количество угроз, они всегда нарастали, и мне нужно было это фиксировать, и со второй флешкой еще приходить туда. Я прихожу второй раз, и мы там с ним пересекаемся, нас разводят, и он начинает говорить, что он у меня забрал документы, что он занимается черными делами, я не хочу здесь говорить какими, вот, потому что, скорее всего, он говорил о себе.
Вот. Никаких доказательств, понятно, никаких пруфов, никаких вообще ничего у него нет. Он просто говорит это на словах. Вот. После чего мы подписываем, что мы друг к другу не прикасаемся, не можем прикасаться. Угрозы все равно продолжились, я это тоже зафиксировал. Ну, как бы это тревожный звоночек, так как мы знаем, что люди, которые критикуют власть, они уже есть такой опыт, да, подвергались тем или иным угрозам. Мы все видели, что на Артема Дмитрука публично были заявлены суммы в размере 250, по-моему, тысяч либо долларов, либо евро. То есть призывы – это ненормально. И почему на это цивилизованный мир никак не реагирует, у меня вопрос. Есть понимание, это СЗЧшник или это гонец от режима, или просто какой-то душевно больной с ПТСРом, человек, который уже комиссован. То есть тут непонятен вот этот фактор причастности к вооруженным силам Украины и к соточке от Зеленского. Соточка от Зеленского – это такая история, ну, как раз-таки связана с гусификацией. Есть там, ну, говорят, что вот эти люди, которые там в пехоте ТЦК, которые конкретно ломают, ну, получают примерно такие же гонорары за, ну, там, выполненную норму или там за человека, которого удалось пристроить куда-то в учебку. Так как он несколько раз менял подход ко мне, сначала это вымогательство, угрозы, потом шантаж, потом просил, потом одно, то есть говорить о том, что это человек со стабильной психикой, не приходится, но мы ж не знаем, это запланированные действия либо нет. Безусловно, по глазам там, если посмотреть, то там, на мой взгляд, присутствуют проблемы с психологическим здоровьем. Но часто такие люди и выбираются для выполнения тех или иных действий незаконного характера, для того, чтобы списать потом, да он типа сумасшедший, что с него взять. У меня есть, точнее, он скидывал, мой друг Дмитрий Полиденько, он а, начал как-то с ним выходить тоже на контакт, потому что это такое, ну, как бы тоже интересоваться. И он ему скинул свой военник, то есть, как бы, факт того, что он служил, точно есть. Связи его с Зеленским у меня установить, мне установить не удалось, но как бы слова его есть. Еще раз повторюсь, все зафиксировано в моем видеоролике, который я выложил у себя в Телеграм-канале. Ну, такая вот история, что инкриминирует, вообще в чем претензия, да, конкретно к твоей персоне, к тому, что это сейчас, кстати, там блогер Назарчик тоже, который убегал, но он как бы сам признается, он убегал не совсем сам, но вот именно добегал до точки, где можно было пересечь границу, а там ему помогли, но, в общем, который бежал уже из учебки. Как бы в том числе свою историю ты рассказывал публично о том, что, ну, это был такой индивидуальный переход, но всем шьют статью, что это организация, в общем, переправки людей нелегально через границу, которая усилена, которая сейчас там еще больше усилена за этот период времени. То есть конкретно претензия к Лисовскому в том, что он организатор переправки людей из Украины в Европу. Зайду чуть сдалека. Еще в январе месяце, когда у меня мои песни были, ну, в топах Шизама по Украине, в общем, давайте называть так, как в простонародье, на хайпе, да, то есть люди говорили, люди очень там как бы выражали признание, то у моих друзей, которые имеют на меня лично, бывших друзей, личную обиду, так, там Сережа Харольский, он же хайповый, известный, и вот Саша Дрозд, они начали про меня разгонять слухи, что я занимаюсь якобы выводом людей из Украины. И вот этот Саша Дрозд, это является тоже знакомым, другом, которому он помогал и в Украине, и здесь, по его словам, тоже все зафиксировано, в Болгарии. Так вот, я не исключаю, что они запустили этот слух. Сейчас этот военный пытается это тоже как бы, ну, на этой ноте сыграть, что я занимаюсь якобы выводом, и он думает, что я кидал людей, и что у меня здесь есть слабина и все остальное. Я-то за собой точно знаю, что этого не было. Но как бы есть люди, которые действительно этим занимаются, они в открытую об этом говорят. У меня мои доходы зафиксированы в той стране, где я живу, у меня банковский счет, у меня PayPal, как бы я все могу доказать, у меня все есть, все зафиксировано, никаких левых денег у меня нет. Поэтому это чистой воды как бы клевета, только вопрос с какой целью.
чтобы действительно на меня заведено дело, как известно, по 332 части 2, что группа лиц способствовали Юрию Лисовскому неустановленное время, неустановленный час пересечь государственную границу. Может быть, это многоходовочка, может быть, этого военного используют в темную. Тут вопросов очень много, но для меня очень важно, чтобы власти той страны, в которой я нахожусь, чтобы как-то отреагировали на это, потому что мне казалось, что в Евросоюзе, когда идет прямая угроза жизни, когда идет шантаж, и это все зафиксировано на видео, голосовыми, скриншотами, то как бы должна быть реакция моментальная, но сказали 30 дней, будем разбираться. М, Ну, то есть такие порядки, что никого не волнует непосредственно, что происходит в Европе. И по большому счету, ну, как бы безопасности там нет. И руки условно или прямо, или косвенно, или просто там дурака все равно могут тебя настичь. И, собственно, Европейский Союз не дает никакой защиты. Оцени, пожалуйста, ну, скажем так, систему европейской полиции. Я нахожусь ну, в той стране, в которой я нахожусь, я благодарен за то, что они дали мне временную защиту. Я же говорю, я широко как-то не сталкивался с какими-то социальными моментами, я просто живу, занимаюсь своей деятельностью, но конкретно по вот этому вопросу я бы хотел бы больше реакции, потому что, ну, от властей, от правоохранительной системы, вот, как-то ну, чтобы как-то они более обеспокоились этим, потому что это плохая тенденция, когда человек, безусловно, с психологическими проблемами, оказавшийся на этой территории, в открытую угрожает другому человеку, который находится под защитой, под болгарской защитой. Я, в принципе, не скрываю этого, потому что это уже стало известно. Вот. И хотел бы, конечно, какой-то реакции. Как-то так. Если мы посмотрим на ситуацию вот под углом как раз-таки политическим, сейчас достаточно тяжелый период для Украины, но в этот период Зеленский укрепляет власть, меняет кабинет министров, в общем, объединяет часть министерств оставляет, делает вот эту ротацию. Понятное дело, что это многие называют вещами незаконными. Ну, кто что может сказать? Ему никто из Европы никаких претензий не предъявляет. Да? Единственный там голос какой-то европейской страны, это, кстати, Венгрия, где конкретно уже лидер страны там публикует фотографии, когда сожжен храм, церковь сожжена, где-то с надписью «Мадяров на ножи», где, ну, в общем, собственно, санкции вводят, и убили ТЦКшники украинца и венгра. Причем они так, Министерство иностранных дел говорит: смотрите, так это же украинец, ну, мы его как украинца. А те говорят: нет, это венгр. И давай там устраивать вот эту, скажем, ну, политическую кампанию, прям такую серьезную венгерскую, насколько там может Венгрия там себе позволить даже на весь Евросоюз поднять вот эту тему. На самом деле, ведь это же, вот нужно же понимать, а чем ты так насолил власти, если это какой-то, ну, заказ, да, и насколько мстительны получаются те люди, которые дают эти приказы или как-то направляют вот эти движения. Я отвечаю за свои слова, и я не люблю ложных обвинений. Прямых доказательств, кроме заявления этого военного, нет. Но вопрос, что нужно объявить, точнее, обратить внимание на эти слова и вообще разобраться в этом нужно, так как, может быть, этот человек, не знаю, пытается дискредитировать украинскую власть. Ну, хотя она уже себя настолько сама дискредитировала, что куда дальше? Также вопрос, что какая разница, венгра убили ТЦКшники, либо украинца? То есть вопрос, что в национальности украинцев можно уже получается, и они никак мировое сообщество никак на это не реагирует, это уже привычно, что украинцев можно, а, к примеру, если это венгер, то это прецедент. Вот, наверное, здесь и корень вопроса. То есть как мы своей политикой сами обесценили жизнь украинского человека. То есть
что это такое? То есть, может быть, здесь никто так и не реагирует. Хотя, еще раз говорю, у меня большая благодарность стране, в которой я нахожусь. Просто я бы хотел, чтобы они как-то реагировали на это. Чем насолил? Я повторюсь еще раз, мои песни были в топах Шизама, которая направлена на критику ТЦК, но критика, опять-таки, это с заботой, потому что то, что творит ТЦК, это, ну, даже не то, что беззаконие, это аморально. Ну, и почему эти кадры, которые разлетаются по интернетам, по интернету, которых тысяча в сети, может даже больше, где людей избивают, воруют. Почему на это никак никто не реагирует? Ведь это же все видят. Если крупные разведки, это главные разведки мира могут там, не знаю, через спутник видеть то, что вы делаете на кухне, то есть неужели не видно то, что делает украинская власть? Почему на это не реагируют и почему так сильно обесценена жизнь украинского человека сегодня? Ну, это действительно самый главный вопрос, и поэтому возникает другой, прямо из него вытекающий. Получается, что ну, есть ощущение, что Украину сливают в этой войне. Знаешь, Саш, для того, чтобы знать, нужно присутствовать за закрытыми дверьми на переговорах. А у нас так получилось, что судьбы государств и людей решают люди за закрытыми дверьми. И как бы почему так? Вот у меня вот вопрос, вроде бы он поверхностный, может он не экспертный, но вопрос, почему вы не можете вести прямой эфир, если вы говорите о судьбах там сотен тысяч людей, миллионов на самом деле. Почему? То есть почему? Если бы люди действительно знали, о чем они там договариваются, то, я думаю, вряд ли бы люди бы шли воевать, вообще как-то бы в это вовлекались, потому что там вопрос только о деньгах. Я возвращаюсь к вопросу твоему. И знать наверняка, что сливают и какой план, о чем договорился Трамп с Путиным, действительно ли этих 50 дней это дать возможность Путину захватить там что-то еще и потом переговоры, либо это план по истощению там Европы. Здесь можно версий очень много накидать, и чем многограннее человек, тем он больше с разных точек зрения может на это посмотреть. Но я чем дальше в лес, тем больше дров. Я не понимаю, что происходит, потому что мне казалось, что после 9 мая пойдет все уже как бы на убыль. Да, потому что, как говорил Зеленский до того, как стать президентом, что если человек хочет остановить войну, он это может сделать легко. То есть, на самом деле, если бы у людей было бы желание ее остановить, эту войну, то они бы уже это сделали. Потому что у всех свои интересы, здесь столкновения, и очень много заинтересантов в этой войне. И у России, и у Украины, у властей Зеленского. Сливают ли? Я не исключаю. Я не исключаю. У меня нет, не то что сомнений всегда есть, но я уверен, очень, очень уверен, что Украина не сможет быть той, которая она была до вторжения Российской Федерации, то есть в будущем. Потому что не может существовать вот эта вот ненависть, вот этот вот реваншизм, который по-любому будет, если вот так все остановить, как есть. И это просто откладывание проблемы на потом. И действительно нужно менять, и если мы не поменяем, то, к сожалению, это повлечет еще больше жертвы среди мирного, ну и в целом населения Украины и России. Поэтому мне кажется, что скорее, да, скорее договоренности есть, сферы влияния поделены, просто они это делают с выгодами для себя. То есть через какие-то сроки, там еще откладывают на 50 дней, потом еще договариваться и так далее, и так далее. Ну, тут возникает другой момент. То, что Украина не будет прежней, это понятно, но мы с этого, собственно, начинали. Украинцы тоже не будут прежними. И, ну, например, одно дело там, вот эта история там с преследованиями, да, какого-то то ли сумасшедшего, то ли проплаченного, то ли действующего, то ли бывшего, то ли бежавшего, то ли служащего военного. Это ведь показатель того, ну вот, что, ну, как бы это причина, почему границы закроют даже после войны. Ну, то есть об этом открыто говорят в Чехии, например, да, в других странах, что, ребята, надо как-то сделать так, чтобы условно вот этот край, пораженный войной ментально, да, чтобы его немножко как-то отсечь, как-то в сторонку.
Ну, это, в принципе, и выгодно власти, потому что чем больше людей внутри, тем, ну, как бы есть кем руководить, условно говоря, да, и как бы свой режим более или менее цементировать. То есть украинцев так просто не будут пускать в Европейский Союз или там куда-нибудь на Запад. Ну, 5 раз, по крайней мере, подумают, потому что вместе с людьми умными, грамотными, даже служившими и как бы не потерявшими, скажем так, человеческий облик, будет приезжать бог знает кто, травмированные люди, травмированные войной. Получается, что европейского будущего не светит. Как бы об этом там не распылялись, какие пакеты санкций не вводили против России, как бы не заверяли нас в поддержке. Оружие покупать Европа у Трампа, ну, как-то не сильно рвется. Есть куча проблем. Они говорят, дайте нам лучше денег, мы будем сами производить и продавать. Мы хотим тоже заработать на этом. То есть получается абсолютный какой-то брошенный украинец, изувеченный ментально, и, ну, как бы и куда податься непонятно. А когда ты говоришь, например, вот если мы этого... А что в таком состоянии украинец может изменить? Знаешь, Саш, ты правильно сказал, брошенный украинец. Это то, что сподвигло меня вообще выходить с ним на диалог. Потому что, как бы, я подумал, что, может быть, кто-то от моего лица, потому что куча фейковых аккаунтов в интернете есть, там создают, подставляют, понятное дело. Вот, может, я пытался разобраться, несмотря на все его оскорбления и угрозы. Я говорю, хорошо, давай спокойно. Я несколько раз не пытался говорить. Он там кричал, бросал трубки и все остальное. Я именно хотел ну, разобраться, потому что, может быть, это военный, который действительно пострадал, который действительно вышел, и как бы с заботой о нем я пытался нормально разговаривать. Но потом я уже понял, что это чистый разводняк. Вот. И это действительно, ну, это действительно создает прецедент для нормальных людей, которые доблестно защищают нашу страну и которые действительно потом захотят выезжать за границу, а их будут равнять по вот таким вот неадекватным людям, которые, ну, на самом деле занимаются преступной деятельностью. Потому что то, что он делает, это преступно. Так нельзя и решать вопросы, разговаривать. Я говорю, потом достаточно просто посмотреть этот ролик, и все станет на свои места. Поэтому, думаю, да, это на руку Украине, ну, политическому руководству Украине, чтобы вот такие прецеденты были, и чтобы этим самым обосновывать не открытие границ. Как-то так. А зачем режиму столько заложников? Ну как это, как это, как это, как это? Для того, ну, во-первых, если все закончится, если все приостановится, им же нужно будет восполнять как-то дефицит кадров, людей, они будут как-то их завлекать, это раз. Второе, ну, конечно же, они понимают, что когда границы откроют, то все поразъезжаются. Это просто экономически невыгодно, это как бы, ну, рабы уезжают, потому что так или иначе люди внутри, они должны работать на систему, потому что это винтики, и компенсировать там людьми, которые сейчас также заезжают иностранцами, ну, я не знаю, потому что разная конспирология есть. Может быть, в этом есть план компенсировать этими людьми украинское население. Но так или иначе, те люди, которые имеют особенно военный опыт, они представляют ценность, потому что боевой опыт не купишь. Многие там могут рассказывать о силе, военной силе там французов или еще там других армий, но украинской и российской армии сейчас, мне кажется, самый-самый-самый такой мощный боевой опыт в современной войне. Поэтому это, безусловно, ценные кадры. И, к сожалению, война их сделала такими, что я не говорю, что там большинство или меньшинство, но многие будут иметь сложности в адаптации к обычной цивильной жизни, то есть в социуме жизни. Интересно, что и Рейтерс об этом пишет, и, в принципе, эта история натянется еще и с Резникова, который предложил, об этом говорил раньше, еще когда был на должности. У нас уже, видите, как поменялся один министр обороны, а потом второй. Что Украина как полигон. И, собственно, сейчас все, да, говорят, все оружие, разработчики, там вот у вас есть уникальная возможность, давайте там искусственный интеллект, не искусственный, новые виды вооружения. Все к нам, все к нам.
Как бы стало такой фразой «стадион так стадион», да, предвыборного периода Зеленского. А сейчас у нас получается Украина полигон так полигон. Причем перспектив каких-то ну, нет. То есть вовсю разгоняются и говорят, тоже, кстати, CNN пишет об этом, о том, что 160 тысяч российских военных куда-то пойдут. Ну, будет какое-то наступление на каком-то участке фронта. Сейчас фронт движется в одну сторону. А крики о том, что давайте сейчас мы придумаем фиолетовый луч какой-то, сейчас там какие-то там разработки пойдут, вот Мгм. направлено ровно на то, чтобы украинцев каким-то образом поддержать их моральный дух. Почему люди смирились с тем, что живут на полигоне? Как ты отвечаешь на этот вопрос? А у них есть выбор, вот если мы говорим про население Украины. Если ты сегодня не будешь смиряться, у тебя есть один выбор — это только выезжать из Украины и говорить об этом. Потому что если ты будешь об этом говорить внутри, то ты агент Кремля, то ты работаешь на руку врагу, ты разгоняешь вражеские нарративы. Ну и также свойства человеческой психики, которая на самом деле привыкает ко всему, как плохому, так и хорошему. И для них уже, если сегодня полетит не 300 дронов, а 50, то это уже, ну, класс, хорошо. Но на самом деле это ж нездоровая история. Поэтому, на мой взгляд, воля и психика украинского народа повреждена. Их приучили уже к ненормальному, их приучили к вот этой схеме, что если ты недоволен, значит ты враг. И как бы если ты сегодня начнешь организовывать какие-то действительно по-настоящему протестные акции, ну, по-настоящему, не вот эти, которые мы видим там, то как бы у тебя автоматически там могут найти там портрет Ленина, либо еще там какие-то там визитки там Путина в кармане, ну как-то дискредитировать тебя. Поэтому я, если честно, не имею претензий к украинскому народу. Вот я действительно могу говорить о том, что вы понимаете теперь, что все эти рассказы о свободолюбии украинского народа — это просто инструмент пропаганды, ну, который, к сожалению, на нас применили. Когда говорят, что якщо щось не так, то український народ завжди виходить на Майдан. Это неправда. Тебе позволили сделать Майдан, тебе позволили выйти, тебя поддержали информационно олигархические ресурсы, ну, средства массовой информации, по технологии все это сделали. Сегодня мы видим, что когда действительно в стране диктатура, то сделать какой-то, ну, революционный шаг, да, для того, чтобы изменить это, то есть не представляется возможным. Ну, интересно то, что война же нынче, и она многое, ну, скажем так, меняет. Вот если бы не было войны, конечно бы уже а, вышли, конечно бы уже там высказались, поменяли власть. Ну, так говорят, по крайней мере, да, но тут война. Но война не останавливается. Как ее остановить? Сейчас, ну, на самом деле, вот эти все надежды на Трампа, они тают. И это все видят, наоборот. Ну, мы с тобой там зацепили эту тему, как договоренность, договорняк. Если все-таки попробовать понять, вот, есть ли у украинцев шанс, которые там внутри, за рубежом, неважно, у украинцев, войну остановить или повлиять на ее, существенно повлиять на ее остановку? Неужели вообще ни одного? Ты сказал фразу, что не хотят не останавливается война, войну не хотят останавливать, потому что, как я сказал выше, у каждого свои интересы, в том числе и у политического руководства Украины. Я думаю, все о них уже знают, повторять не нужно. О том, что как раз вот когда война идет, можно оправдывать все войной, еще дальше узурпировать власть и так далее. Как бы украинского вопрос в чем заключался? Ну вот конечный. Ну, украинцы ничего не могут вообще абсолютно, от слова совсем, неважно внутри или в, ну,
в экзиле, так сказать. Хорошо, хорошо, Саш, украинец это кто? Солдат украинский является украинцем? Является. Соответственно, кроме тех людей, которые сегодня находятся в подчинении Зеленского, вот, я думаю, это не представляется возможным. Но опять-таки технически, я сейчас ни к чему не призываю тоже просто рассуждаю так вот теоретически. Как это сделать? Допустим, если ну, пацаны с фронта, допустим, пойдут предъявлять претензии власти, да, у которых, ну, у этих ребят по-любому очень их много, то что будет с фронтом? Получается, нужно как-то договариваться с той стороной военным, да, чтобы, ну, типа, ребята, вы стоите, мы разберемся, ну, как Путин вначале говорил, что с вами будет проще договориться. Но сразу ну, сразу этот человек, который договорится с той стороной, будет как бы оярлычен предателем, что он типа договаривается с русскими. Ну, он-то договаривается с русскими для того, чтобы прекратить это все. Ну, вот как-то поэтому технически это очень сложно. Мне кажется, спецслужбы внутри страны работают очень сильно, чтобы предотвратить эти сценарии. Поэтому, кроме военных, я не вижу возможности как-либо повлиять на ситуацию, на политику Зеленского. Я ни к чему не призываю, еще раз, я всегда за законное решение вопросов. Ну, то есть надежда на военных, и то слабая. Твой ответ Не то, что, понятен. Саш, не то, что надежда, я просто смотрю на эту ситуацию и понимаю, что для того, чтобы поменять что-то, тут только могут те люди, которые сегодня с оружием. Но еще раз говорю, я не призываю ни к чему, я просто рассуждаю, что вот так вот я вижу эту ситуацию. Если народ выйдет, ну, у него, точнее, у него не получится это сделать, выйти и все. Вот что я могу сказать. Нет, ну получается же, и в принципе эпизоды такие, вспышки есть. Там бусифицированно разворачивает оружие на сержантов в Черниговской области. Женщины как бы отбивают мужиков во время бусификации. Приходит много людей, даже подростки в Днепре, пацаны, то есть вообще там лет по 16 им, вступают в драку, отбивают парня. Не в Золочеве, да, ну, в общем, в Харьковской области. Не в Золочеве, в Харьковской области, там в городке вообще митинг, напали женщины и, ну, жители на мэра, говорят, переноси здание ТЦК, оно вот возле наших окон, а тут говорит, идите в палатку живите, никто ничего переносить не будет. То есть мы видим вот эти очаговые всплески недовольства именно гражданских и понятное дело, военных. Тем более, что, знаешь, очень сильно триггернула всех вчерашняя фраза Зеленского о том, что воины и герои вернутся с фронта тогда, когда победим Путина. Ну, это перепалка с Гончаренко была. Тут давит на то, что давай какой-то срок, ну, там, 5 лет, ну, хоть какой-то, 3 года, чтобы человек видел свет в конце тоннеля. А так получается только по блату или за большие деньги можно комиссоваться из ВСУ, у тебя две дороги, то есть или 200 или 300, и дай бог, чтобы не сильно инвалид, да, то есть таким образом по состоянию здоровья. Ну или возраст, когда вот 60 лет типа достиг, тогда тоже можно. За эти 3 года это тоже уже частый случай. И поэтому принимают условно 61 год, чтобы условно там оставлять, да, после 60. Короче, то есть есть определенная вот эта масса, да, которая против войны, причем и в тылу, и непосредственно на передовой. Насколько есть вероятность, что вот придет тот период, когда Зеленский просто с ней не сможет не считаться? Или тут уже все равно? Я думаю, как думают власти, да, что вот эти очаги, они, безусловно, есть, все мы помним, да, как там в Черновцах или где там люди вышли там против там ТЦК там начали. Но это мелкие очаги. Безусловно, есть такое выражение, по-моему, у Алексея Николаевича Арестовича, я его услышал по поводу того, что все, что будет, уже есть. То есть, грубо говоря, да, это начертание будущего, но какого? И если этих людей, вот, которые мелкие вот эти очаги, там не организовать, то в принципе ничего и не будет. Даст ли это сделать Зеленский? Ну, у меня сомнения при нынешних раскладах, вот, которые есть, чтобы гражданские как-то самоорганизовались в условиях этой ситуации.
Поэтому без, повторюсь еще раз, без информационной поддержки, без финансовой поддержки и силовой поддержки повлиять на сегодняшнюю власть Зеленского э, крайне маловероятно. А если бы они ориентировались бы на людей, на их общественное мнение, то уже давно бы все было бы иначе. Как бы рассказывать о том, что у меня рейтинг там 60 или сколько, 63, 73, не помню, сколько он уже говорил, он постоянно там меняет. Ну, о чем это? Когда вы просто зайдите в комментарии к Зеленскому, когда он публикует что-то, и почитайте, это же все вот как бы расскажут боты, безусловно, но как бы я, как общаюсь с людьми из Украины, понятное дело, у меня куча знакомых, ну, так, я вам скажу, что соотношение, наверное, 2 из 10, 1 из 10 человек, которые поддерживают Зеленского. С военными также их очень мало, которые поддерживают Зеленского. Поэтому я же говорю, если бы Зеленский ориентировался на любовь к себе или к своей власти, дал поддержку всех этих деяний, которые происходят со стороны ТЦК. И еще раз, ТЦК – это следствие этой власти. ТЦК – это просто как бы исполнители воли политического руководства Украины сегодняшнего. Ну, там к Как это? ТЦК уже присоединились полицейские. Да, Они их уже, втянули. они уже как бы теперь уже... Это не просто человек, который там или в стороне, или наблюдает. Это вот конкретно участник этого процесса. Ну, Подельники. Да, их специально, как бы, на мой взгляд, извини, что перебиваю, их специально втянули для того, чтобы потом защищаться вместе все. То есть, не дай бог, если что-то, что, ребята, вы уже в деле, вы уже замазанные, вас так же, как и нас, не любит народ, воп, и на чувстве страха и выживания они будут группироваться. замкнутый круг получается. И вот выхода как бы пока не предвидится. Но все-таки есть мнение о том, что эта война может закончиться резко и внезапно, ровно как и ковид, который, в принципе, закончился войной в Украине. Всем стало плевать, всей Европе, понятное дело, там и России, и Украине, в общем, все это как бы свернули быстро. Есть ли сила, которая может свернуть войну в одночасье? Конечно. Конечно. То перерезать может тот нить, кто ее подвесил. А, поэтому Поэтому как бы мы видели и Афганистан, выход США, мы видели вот недавние события, да, в Сирии. И это все, я, ну, этого не озвучил, но вот, кстати, да, тоже есть один из сценариев, который очень много вероятен, где просто вот так вот все. Потому что там война из-за того, что договорились, либо не договорились. Вот как бы, когда договорятся, все, примут решение и закончат. И все очень быстро закончится. Это очень-очень такой вероятный сценарий в условиях того, что мы уже видели. Поэтому однозначно, Саш. Что касается вот этой ситуации с там, будущим в Европе и украинцев в Европе, каким ты его видишь? Это уже будут эти европейцы, ну вот можешь на своем примере, ну, например, все уже как бы люди, там есть уже фигурирует цифра, что 60% уехавших украинцев уже не вернутся в страну, и это как бы такая очень, ну что минимальная, ну такая здравая оценка, ну 60. А остальные будут, понятное дело, жить там на две страны, как-то где-то очень мало будет тех, кто вернется к себе домой, выдохнет и скажет, ой, все хорошо, потому что действительно страну ждет в каком бы то ни было исходе, ну, ждут тяжелые времена. Как ты относишься к этой оценке? Ну, весьма здравые цифры. Я всегда говорил, что большинство не вернется, то есть украинская власть своей политикой теряет украинцев. Вот, и не только те, которые погибают, к сожалению, но и те, которые выезжают, эти миллионы. Поэтому 60 – это адекватная оценка, плюс действительно те, которые будут пытаться зацепиться, потому что многие из них сейчас сидят на пособии, и они не пытаются интегрироваться, а просто паразитируют. Но те, которые там уже устроились на работу, уже там обжились каким-то бытом, безусловно, они ну, вряд ли вернутся, давайте так говорить. А вот те, которые на пособии сидят и которые, ну, грубо говоря, не интегрировались никак, то вот эти могут пытаться, будут зацепиться, потому что тоже возвращаться, они понимают, что пока там все не утрясется, пока вот такие люди, которые
имеют какие-то психологические отклонения в результате войны, они там будут, пока они друг друга все там не перенакажут, претензии друг другу не попредъявляют, то туда небезопасно просто будет возвращаться. Вот как-то так. Поэтому вот думаю, да, 30% вернется, 40 вернется, ну не знаю. Но опять-таки они будут стараться всячески зацепиться в Европе. Если обо мне, у меня все зависит от того, от погоды в доме, как говорится, какая будет власть, какая будет политика, будут ли наказывать за инакомыслие, будут ли поощряться публичные призывы к насилию, финансовое вознаграждение, и когда будут выставлять в интернет, и за это никакое наказание человек, который это выставил, не будет нести. То есть как будет вести себя украинская политическая элита, давайте так говорить, какую политику они будут проводить. Война, ну, вряд ли выглядит в этом смысле очищением. Скорее наоборот. Очищением от чего? От кого? От охоты на ведьм, от шельмования, от расколов. Не, война, на самом деле, вот если по поводу расколов, то еще раз, то, что делает Зеленский, это полностью направлено на раскол и на уменьшение Украины. По одной простой причине, потому что если вы проводите вот такую вот монополитику, где одна мова, если вы запрещаете как бы многовековую церковь в Украине, если вы их преследуете лидеров, за мнение в защиту тоже преследуете, то как бы вот это очень узкая такая вот как бы программа, которая абсолютно не способствует, мягко скажем, к расширению, в том числе и территориальному. Люди будут идти против, люди будут відокремлюватися, да, від этого всего, отделяться, разделяться. Поэтому это все, то, что делается, это делается, на мой взгляд, умышленно, только вопрос для чего. Я не верю, что они настолько идиоты, что для того, чтобы у нас русскоязычные, украиноязычные, украинцы существуют, у нас люди разных вер. Зачем вы? То есть, если представляете, если бы России сейчас начали бы такое делать, это чревато, потому что многонациональное государство. Нужно учитывать культуру. Как это? Как это? Вы же помогаете российской пропаганде легализироваться, грубо говоря, то есть подтвердить, что у нас действительно есть гонения на церковь, что у нас действительно оно есть. Действительно у нас преследуют подавляют русский язык. Вы бы наоборот показывали, смотрите, этого всего нет. Люди вас обманывают. То есть дискредитировать нет. Почему это все делается? Поэтому политика, повторюсь еще раз, Зеленского, она антиукраинская. Вот когда называют таких людей, как я и ты, пророссийскими, это подмена понятий, потому что то, что, говорю, по крайней мере, я точно, да и ты, я тебя регулярно смотрю, это наоборот на то, чтобы Украина жила мирно, это то, чтобы люди не уезжали со страны, это чтобы у нас войны не было. Это проукраинская позиция. Но подмена понятий произошла, и у нас сегодня белое – это черное, а черное – это белое. Действительно, как бы украинцы поражены и вот этим расколом, который несется. Это там щедро, ну, скажем так, укрепляется и пропагандой, и всем остальным. Но и в мире такая же ситуация подобная. Да? То есть там Дуров отбивается в очередной раз, как может. Сначала с французами была история, теперь вот сейчас с россиянами там вроде как якобы. В России там своя история о том, что там, если ты совершил преступление и у тебя есть VPN, то это отягчающее... Ну, то есть мир к этому идет. Не кажется, что скоро вообще как бы все поделится на какие-то секторы с какими-то куполами, в том числе информационными, и от вот этой прежней глобализации, идеи того, что там неважно в какой стране ты находишься, мы все равно можем общаться, коммуницировать, ну там вести дела, в конце концов. Вот эта глобализация в хорошем смысле этого слова, а не в том, к чему она приводит, она просто рухнет. Разделяй и властвуй. Для того, чтобы разделить, нужно устрашить. Чтобы оправдать запрет, нужно его оправдать безопасностью. Но тонкая грань, как между виной и ответственностью, так и между контролем, который нарушает волю,
и безопасностью. Грубо говоря, мы расставляем камеры по городу для того, чтобы вы были в безопасности, но в то же время мы можем считывать, куда вы идете, что, то есть внедряться в вашу личную жизнь. Соответственно, да, мне кажется, что движется в условиях цифровизации, искусственного интеллекта. Власти понимают, что чем больше всего этого, этих инструментов, тем меньше они могут контролировать людей для влияния над ними. Поэтому нужно устрашить людей, сказать, что смотрите, там, это для вашей безопасности. Видите, враг? Он опасен. Поэтому все, кто использует инструменты свободы, ну, VPN, да, чтобы обойти какие-то ограничения, вы, ну, популяризируете, во-первых, это, потому что если вы этим пользуетесь, вы еще и друзьям, наверное, советуете, все это видят, вы плохой пример, как ходить по городу с пивом, чтобы вы популяризируете, грубо говоря, алкоголь. Так и здесь, то есть вы этим пользуетесь, поэтому так нельзя, вы будете наказаны, потому что вас сложнее будет контролировать. Чего боится Лисовский? Ну, самый базовый страх у всех людей – это инстинкт самосохранения. Это, конечно, все люди боятся умереть. Ну, это просто их природа. Но на самом деле, если говорить о страхах, я вот не знаю. Наверное, я всегда вот, когда вот мне приходит какая-то идея песни, я же понимаю, что это не быстрый процесс, пока запишешь, сведешь, выложишь, снимешь клипы и все. Я прям горю и говорю: Господи, как же это круто! Дай мне возможность это закончить. Пожалуйста, пока меня еще там где-то что-то не случилось. Потому что я понимаю, то, что я делаю, это на грани. То есть на грани, но я это делаю осознанно. Находясь еще в Украине, я это делал. Потом, выйдя за границу, и действительно, так как я вышел, я 40 минут просидел в ров. Люди, которые занимаются там вот этим переводом там и все, они говорят, что это чудо, потому что там максимум 2-3 минуты, и там уже как бы дроны и все остальное. Я просидел, и я говорю: Господи, спасибо, ты меня вывел, и если ты меня вывел, то значит я буду служить на благо людям. То есть как бы то, что я делаю, для меня важно успеть сделать то, что я считаю правильным. То есть сказать людям то, что я хочу, и мне кажется, они должны услышать. Но опять-таки услышит тот, кому это дано. Тот, кому нет, будет называть меня агентом, преступником или там работой на Россию. И вот все вот это, что сейчас сыпется. Поэтому для меня, наверное, я боюсь не сделать то, что должен. Но опять-таки на все воля твоя. Тут вот когда ты говоришь, что на все воля твоя, вот ты немножко по-другому подходишь. Поэтому для меня важно это сообщить. То, что сегодня есть угроза, прямая угроза, открытая угроза, я обязан это сделать, а там уже, как будет велено свыше. Извините за религиозный подтекст или там, вот, но я так действительно думаю. Юрий Лисовский был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо и вам, Саш. Друзья, берегите себя, подписывайтесь, напишите, что думаете в комментариях. Увидимся обязательно. Добра и света, несмотря ни на что.